Здорово, дружище. Я смотрю, что-то все воркаутеры уже попрятались в залах. Один снимает тренировочку из зала, другой снимает тренировочку из зала. Вспоминаю видосы Ганнибала Кинга, когда он тренируется на снежной площадке и ничего не стесняется. Я буду держать тренд на здоровье и на закалку. Тренироваться зимой – это круто. Я уверен, что каждый уличный атлет хочет, чтобы у него был классный, мощный кубический пресс, чтобы это сразу бросалось в глаза. Ну и, конечно, если у тебя мощный пресс, то ты знаешь, что с этим делать, и он помогает тебе в очень крутых силовых элементах. Давай-ка сегодня займемся прокачкой мышц пресса. Сейчас я тебе покажу мое любимое упражнение для мышц брюшного пресса. И это не подъем ног к перекладине, как многие могут подумать. Безусловно, это классное упражнение, эффективно и здорово смотрится, но круче всего можно прокачивать пресс, скручиваясь в висе коленями к груди. Это намного эффективнее, особенно если еще и негативную фазу соблюдать. И в этом упражнении пресс можно почувствовать очень круто. Когда делаешь это упражнение, важно поднимать таз и скручивать живот. Не просто поднять ноги или провернуться в плечах, а именно скрутиться в области живота, поднимая таз. Вот тогда это работает. Ножки вместе. И самое главное, тянем ноги вверх. Не надо пытаться перед собой поднимать сейчас. Тянем их вверх и скручиваемся. И медленно опускаем. Даже на 10 повторениях уже начинает чувствоваться жжение. Это круто. Давай посмотрим основную фишку этого упражнения, где же происходит самое пиковое сокращение. Что же заставляет врубаться пресс? Именно вот эта часть амплитуды скручивания, когда таз поднимается и живот складывается. А если ты сможешь найти наклонную скамью, хотя можно и на горизонтальной это делать, но на наклонной это намного круче, то можно делать еще более крутое упражнение, чем колени к груди в висе. Пойдем покажу. Это березка. Здесь есть отличная наклонная скамья, и сейчас мы будем скручивать свой пресс, скручивать брюхо. Поехали. Просек тему с наклонной скамьей. Можно оставлять пресс под статической нагрузкой, не опускаясь полностью вниз, делая флаг дракона. Если ты будешь питаться как попало, то вообще не важно, как ты тренируешь свой пресс. Его не будет видно под слоем жирка.
Поэтому следи за своим питанием. Но мы об этом скоро поговорим. Я готовлю крутейшее видео. Смотри, как еще можно скручивать живот и тренировать мышцы пресса. Для этого потребуется рукоход. Лучше всего не просто повиснуть ногами на перекладине, а чтобы была следующая перекладина, чтобы можно было зацепиться стопами. Тогда ты отбалансируешь себя и не будешь разбалтываться. И вот здесь ты сможешь скручиваться нормально, снизу вверх. Именно скручиваться. Ну хорош, 3 упражнений для фронтального пресса достаточно, особенно если ты сделаешь по 3 подхода в каждом упражнении. А теперь давай косыми займемся. Есть упражнения, которые очень здорово смотрятся, но не настолько эффективны. Часто можно увидеть, что люди делают всевозможные боковые движения. Вроде неплохо сокращаются мышцы и для инстаграмчика заходят. Но чтобы эффективнее включить косые мышцы, лучше всего тянуться коленкой к локтю в бок. И вот здесь сразу все чувствуется. И сразу в другую сторону. Отлично. Многие считают, что тренировать пресс вообще не нужно, что это лишняя трата времени, и что достаточно правильно питаться, отжиматься и подтягиваться, и все будет и так хорошо. В корне неверно, потому что мышцы брюшного пресса, так же как и разгибатели позвоночника, это основа. Это стабилизация твоего туловища. Это очень важные мышцы для калистеники и для правильной здоровой физкультуры. Да и в принципе в жизни необходимо, чтобы эти мышцы были достаточно развиты и тренированы. Поэтому очень важно уделять время мышцам брюшного пресса. Можно тренировать их вместе с другими мышечными группами, можно делать это в отдельный день. Самое главное это делать. Не надо забывать про статическую работу. Как только поработал в динамике и как следует пробил прессуху, делай планки. От классической и к планке в горизонте. А вот это даже интересней, потому что на руки нагрузки побольше. Плечики сразу загорелись. Ну и боковые планки для косых мышц живота. Почему прямая планка с круглой спиной? И что это за планш-планка? Все очень просто, это подводящее упражнение к горизонту или к планшу.
Всем известный элемент калистеники. Но чтобы этот элемент выполнять, нужно к нему долго готовиться. Нужно уметь включать плечи, нужно скруглять спину, за счет чего как раз и включаются плечи, включаются грудные мышцы. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже в другом видео. Это тема отдельного выпуска. Но ты понял, что сезон воркаута и калистеники никто не отменял. Зима — это не значит, что надо закрыться дома или ходить в спортзал. Можно тренироваться на улице, можно даже делать это без майки, как я сегодня. Тренируй свое тело, закаляй силу, выносливость и работай над своим здоровьем. Дружище, не забывай подписаться на мой инстик и группу ВК. Ссылки ты найдешь в описании к этому видео. В ВК я вот-вот уже на днях стартую свой авторский курс по калистенике, который поможет тебе набрать крутейшую форму к весне, чтобы ты мог выйти на площадку и делать крутые силовые упражнения и связки. Ну и, конечно же, щеголять своей классной формой. Не прощаюсь надолго, и скоро мы снова с тобой увидимся. Не далее, как в следующем выпуске. А пока я пойду что-нибудь перекушу после тренировочки. На связи.